А вы знаете, что наши самые лучшие блюда состоят из самых простых продуктов? Посмотрите, мука, вода, мясо, курдюк, лук. Можно обойтись без картошки и можно обойтись без тыквы, если хотите приготовить очень вкусные манты. В старых-старых книгах по узбекской кухне написано: возьмите полкило муки, 1 стакан воды, 1 яйцо. И правильно было написано. Вот столько теста вполне хватит для одной семьи. Но я сегодня решил приготовить очень много мантов, потому что я сегодня решил приготовить практически все наиболее популярные разновидности мантов. Очень прошу не обижаться на меня представители Северного Казахстана, где говорят не манты, а манты. Я знаю об этой особенности. Но давайте не будем спорить. Итак, 4 яйца, 1 литр воды. Вот здесь у меня 2 килограмма муки, которые я буду насыпать постепенно. Но сначала пускай жидкая часть. Яйца, соль, вода размешаются равномерно. И вот теперь добавляем муку. Сколько возьмет? Вот именно эта фраза. Что она означает? Приблизительно у нас уйдет 2 килограмма, да, я знаю. Но может кило 800, а может кило 900. Мука бывает разная. И все, кто называет точное количество граммов муки, просто-напросто не очень хорошо понимают в кулинарии. Мука свежая берет одно количество влаги, мука полежавшая берет другое количество влаги. Кроме того, ведь и помол бывает разным. Тесто должно полежать хотя бы 30-40 минут. Оно станет гораздо мягче, гораздо податливее. А пока нарежем начинку. Именно нарежем. Хотя могу сказать, что когда-то в детстве, в юности я ел манты, фарш для которых был приготовлен через мясорубку. Это тоже были очень вкусные манты. В общем, одним словом, лучше готовить манты, чем не готовить. Я взял 1 килограмм мякоти. Это очень хорошая мякоть, очень нежное мясо, ягнятина. Хотя можно готовить, разумеется, и с говядиной, можно готовить и со свининой, если вы едите свинину. Знаете, ну вот жили у нас в Фергане и русские, и украинцы, и немцы. Одним словом, те, кто едят свинину. И готовили манты со свининой. И это тоже было очень и очень вкусно. Самое главное забыть о рекомендациях диетологов и положить достаточное количество сала. Я беру бараний курдюк, полкилограмма. Мякоти у меня было 1 килограмм. А вот лука я добавлю, может быть, 700 грамм, может быть, 800 грамм. Вообще количество лука напрямую зависит от качества мяса. Если мясо достаточно грубое, да, жесткое, и манты придется готовить долго, иногда готовят манты до 45 минут, тогда и лука можно положить побольше. А если мясо вот такое нежное, молоденькое, лука слишком много не надо. 700-800 грамм, я вам должен сказать, это немного лука. Это ровно столько, сколько надо, чтобы манты получились сочными. Но я оперирую какими-то очень крупными цифрами. Там килограмм мяса, полкило мяса возьмите. 200-300 грамм сала возьмите. И грамм 300-400 лука. Манты получатся. Самое главное, нарезайте все одинаковым кубиком. Примерно вот так. Можно и сэкономить на мясе. К мантам когда-то люди придумали добавлять тыкву. Позднее, когда в Узбекистане, вообще в Средней Азии распространилась картошка, стали добавлять картошку. И оказалось, что эти разновидности мантов, которые придумали вот исключительно из экономии, вышли очень вкусными. Многие полюбили такие манты, и теперь манты без тыквы не признают. Можно приготовить манты только с тыквой. Лук возьмите, пожарьте его хорошенечко до такого золотистого состояния на топленом масле. И вот этот лук и тонко нарезанная тыковка, это будет отличная, очень вкусная начинка для мантов. Можно взять по весне, особенно если где растет черемша, взять черемшу. И к ней тоже слегка припущенный лук. Это супер начинка. В Узбекистане каждую весну, где-то в апреле, специальные люди отправляются в предгорье, собирают эти дикорастущие травы, я не знаю их названия, и готовят с ними манты.
Получается очень вкусно. А после долгой зимы, когда организм просит витамины, манты с зеленью – это просто наслаждение. Одним словом, все вот таким мелким кубиком. Что лук, что картошка, что тыква. Вы пока посмотрите рекламу, а у нас за это время все будет готово. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Итак, у нас на столе все ингредиенты для фарша. Ну вот, мясо с салом, лук, достаточно много лука. И первый ингредиент, о котором я хотел бы с вами поговорить, это тыква. Если будете готовить тыкву вместе с мясом, берите вот такую. А если будете готовить манты только с тыквой, они тоже получаются очень вкусными. Берите вот такую. Ну а пока к тыкве добавляем лук. Как видно, лук тоже нарезан, ну, таким достаточно крупным кубиком. Полагаю, вот этого лука будет достаточно. И добавляем мясо и сало. Знаете что, добавить никогда не поздно. Картошка. Ровно те же самые пропорции. Ну, сколько тут? Может быть, одна луковица вот на пару картофелин крупных. Точно так же мясо и сало, мясо и курдюк. Ну а весь оставшийся лук перекладываем к мясу и салу. Вот эти манты будут самые классические, самые настоящие. В мантах должно быть много лука. Иначе их вкус будет вот не тот, не аутентичный, неправильный. Я понимаю, конечно, многие считают, что вот чем больше мяса наложишь, тем вкуснее. К сожалению, эти люди пока что еще не знают, что такое вкусная еда. Лук клали не только и не столько из экономии мяса, сколько ради вкуса, ради сочности, которую он дает. Ну так, осталось все приправить. Я думаю, что на это количество фарша уйдет, ну, примерно вот так вот, пол-столовой ложки соли. Пол-столовой ложки сюда, а сюда чуть побольше, примерно вот столько. Неполная столовая ложка. Черный перец. Можно добавить и красный, можно добавить и жгучие, можно добавить какие-то сухие травы, это все допустимо. Но черный перец – это классика, это абсолютная классика в мантах.
Ну и, наконец, зира. А куда без зиры, если мы говорим про узбекскую кухню? Ну, можно взять цельную, но вот в данном случае могу сказать вам, молотая зира работает гораздо лучше. Сюда чуть побольше, здесь примерно по чайной ложечке. И все. И перемешать. И, может быть, даже пожамкать руками, чтобы лук выпустил сок. И чтобы в этом соке подмариновались кусочки мяса. Хочу показать. Вот было 2 килограмма муки, осталось граммов 200. Как раз столько, сколько понадобится на подпыл. Я покажу вам 2 способа раскатывания теста. Ну, по первому способу из куска теста необходимо скатать более-менее ровную колбаску. Тесто мягкое. Добавим немного муки и домесим его. А теперь этот самый комок вытягивайте в колбаску. Нарезайте под будущие сочни. Очень часто приходится читать комментарии. Я бы тесто еще тоньше раскатала. Послушайте, пожалуйста, если будет мало теста и очень много, допустим, мяса, да, от этого манты не станут вкуснее. Манты станут вкусными тогда, когда в них будет правильные пропорции. И мяса, и лука, и, разумеется, теста. Тесто для мантов не должно быть слишком уж тонким. Сочни вот такого размера в самый раз, когда будем начинять, они еще вытянутся. Ну что я хочу сказать, кусочки теста нарезаешь, и хочешь не хочешь, один получается толще, один чуть тоньше, в результате и сочни получаются разными. Манты тоже получатся разными. Один чуть больше, другой чуть меньше. Может быть, это будет точно так же на вкус, но это выглядит не слишком профессионально. Поэтому я хочу показать еще один способ раскатывания теста на манты. Щедро подпыляйте мукой доску, подпыляйте сам сочень, смазывайте мукой скалку и раскатывайте один большой лист. Раскатанный лист теста имеет более-менее одинаковую толщину. И вот у меня кольцо. Можно взять какой-то подходящий стакан и при помощи, в общем, любой формы нарезать листики теста для мантов абсолютно одинаковой толщины и абсолютно одинакового размера. И все. Лишнее тесто поднимаем. Оставшиеся сочни обязательно сначала присыпьте мукой, чтобы они не слиплись. Складывайте их стопочкой, и у нас все готово, чтобы слепить манты. Заготовочки, разумеется, лучше убрать в целлофан. Если не будете лепить манты прямо сейчас, уберите их в холодильник. Прежде чем начинать лепить манты, обязательно смажьте маслом решетку от мантышницы. Некоторые называют ее мантовницей, мне это слово не кажется вкусным. Вот по-узбекски называется манты каскан. Значит, решетку манты каскана, когда будете смазывать маслом, не забудьте подложить снизу какое-то блюдо, иначе половина масла у вас окажется просто-напросто на столе, через дырочки пройдет. Мастера по приготовлению мантов, ну такие есть в Узбекистане, они готовят только манты. Они ничего не делают, они не снимают ролики, они не пишут книги, они не фотографируют еду, они готовят только манты. Они вот как-то берут тесто вот так вот на руки, сюда все положили, и у них все так быстро получается, так красиво получается. У меня не так. И у вас тоже не так. Поэтому спокойненько положите тесто. Куда нам торопиться? Мы же не за деньги работаем. Мы работаем, вот вообще говоря, только для собственных мужских удовольствий. Теперь посмотрите, тесто берем за 2 края и слепили посерединке. Залепили как следует. Теперь вот эти 2 края. И слепили как следует. Разновидности форм мантов могут быть, не знаю, десятки, сотни, на что хватит вашей фантазии. Знаете, некоторые делают манты прямо очень красивые, но я хочу сейчас сделать 3 разновидности мантов, поэтому вот те, что с мясом, будут вот такие.
Манты с картошкой буду лепить немного по-другому. Возможно, вам покажется даже этот способ приготовления мантов проще. Сначала просто залепляем, как обычный пирожок, да, пилоточкой. Ну а теперь по полученному гребешку складочки. Подвернули, слепили, подвернули, слепили. И все. Вот она какая получается. Бывает так, что мясо не жирное, и курдюка нет, и никакого сала нет. Но и не надо. Если вы готовите манты с картошкой, то добавьте к ним маленький кусочек сливочного масла. Получится еще вкуснее. С мясом готовы, с картошкой готовы. Остались самые вкусные, с тыквой. Я хотел бы обратить ваше внимание, что вот фарш с картошкой пустил очень много сока. Картошка, на самом деле, на удивление, сочный продукт. И тыква тоже сочный продукт. Но тыква выпускает свой сок при нагревании. Ложку с верхом, 1,5 ложки фарша. Нормально. Сочи растягивается и получается как раз такой толщины, как надо. Сколько минут варить манты? Во-первых, вода должна очень хорошо кипеть. Вот найдите какую-то газовую горелку, чтобы прямо бурно кипело. Сейчас бурно будет кипеть. Бывает мясо от взрослого животного. Достаточно жесткое. Ему, чтобы приготовиться, может быть, 40 минут понадобится, 45 минут понадобится. В этом случае и тесто надо делать потолще, и тесто надо делать тоже потверже, чтобы оно не растворилось. А такое нежное мясо, какое было у нас, знаете, если его просто на сковородку бросить, это 3 минуты. Вот такими мелкими-то кусочками, и можно кушать. А здесь в мантышнице будет готово очень хорошо за 25 минут. Засекайте время. В Корее манты варят вообще 7 минут. Огонь, сковородка, курица. Очень тепло, уютно, очень мило, так по-домашнему. Но иногда чего-то не хватает. Например, нам не хватает спонсоров. Это соус курицы можно добавить и потом. А о рекламе лучше позаботиться заранее. Приходите, убедитесь, мы умеем снимать вкусную рекламу. Открывать манты тоже надо уметь. А то некоторые говорят, приготовили манты, все так хорошо было. Открывали, доставали, они у нас все порвались. Почему? Ну, могут быть вопросы к тесту, но есть еще одна ошибка, которую многие совершают, открывая манты. Не надо их сразу доставать. Подождите, не торопитесь. Во-первых, уберите с воды, поставьте на какое-то блюдо, на поднос и проветрите манты до тех пор практически, пока не перестанет идти пар от самих мантов. Кроме того, вот как проверить, готовы манты или нет? Да вот потрогайте пальцами. Тесто не липнет? Нет, абсолютно не липнет. Все, манты готовы, уверяю вас. Манты — это блюдо фастфуд. Раньше их готовили и ели на базарах. Налепят решетку мантов, ставят вниз, в нижний ряд, а верхние ряды приподнимают. Пока этот ряд дойдет наверх, вот там и готово все. Вот посмотрите, абсолютно целая манта. И без кубика сливочного масла здесь не обойтись. Вот эти манты не слипнутся друг с другом, но все-таки, когда они смазаны сливочным маслом, честное слово, смотрятся как-то повеселее, да? Поаппетитнее. Манты с тыквой будем складывать на один край. Все-таки у нас 3 разновидности мантов в одном блюде.
Ох, и обед же у нас получится. Манты с картошкой. Знаете, они смотрятся скромнее, а на самом деле ничуть не менее вкусные, чем те, что вот с тыквой. Я люблю манты с картошкой. Помню, в 85-м году кооперативы разрешили. Соседи через дорогу напротив была семья уйгуров. И они открыли такое кафе и сказали: приходите к нам на манты. У нас в семье манты вкусными были всегда. Но правду надо говорить, скажу вам правду. Самые вкусные манты в своей жизни я поел тогда у тех уйгуров. Ну и, наконец, третья разновидность мантов. Чисто мясная. Ой, извиняюсь. Мясо луковое. Самое правильное. Как подавать манты? Можно взять катык, ну, можно сказать, обычный йогурт, да, без клубники и без кусочка фруктов. И добавить туда чуточку соли, немножко перца, можно добавить немного укропа и чеснока. И подать к мантам. Это будет вкусно. Мы всегда подавали с обычной сметаной. И вот если приготовили манты, ничего больше на стол ставить не надо, ради бога. Дайте людям наконец-то наесться вдоволь мантами. Ну, поставьте салатик какой-то, там, помидоры, огурцы, лук, чисто для украшения стола, чтобы было чем закусить. И пожелайте друг другу приятного вам аппетита!